Резида Ханум, знаете, я пришел к выводу, что если хочешь написать книгу о чьей-то национальной кухне, ну, какого-то народа, то надо хотя бы 1 год кушать только то, что этот народ кушает. И вот я так и делаю. Я работаю сейчас над книгой о татарской кухне, и в этом году я ем очень много гусей, потому что в Татарстане любят гусей, Да, у нас- уток. И вот я тоже ем гусей, которые для меня заготовили в Татарстане. Спасибо добрым людям. У меня к вам один вопрос есть. Вот шейки прислали, желудки прислали, сердечки от этих гусей прислали. Куда мне их девать? Сегодня мы с вами приготовим фаршированные шейки гусиные. И бульоне она готовится. Суп-лапша сделаем. Вкусный такой. Да? Да. Если бульон, тогда надо начинать, я считаю, с хороших говяжьих ребрышек. Я уже понял, я уже знаю, что в Татарстане, как и во многих других странах, как и во многих других республиках, как и во многие другие народы, готовят из того, что есть. Вот если есть дома говяжьи ребрышки, вот такие шикарненькие, смотрите какие, и жирненькие, мясо хорошее, не знаете, какой бульон дадут? Чего их не положить в бульон? Почему нельзя их положить в бульон? Очень даже можем положить в бульон. И вот это ребрышко, посмотрите, какое. Золото, а не мясо. Вы Да? мясо хвалите, а я шею хвалю. Смотри, Хорошая какие они. шейка, да? Очень даже хорошие. О. Прямо. У нас такой фаршированный, очень красивый, Аллах берса получится. Это хорошо. Вот потихонечку мы его вот так снимаем. А вот, чем мы будем фаршировать эти? Вот, здесь вот это одни косточки, для бульон тоже хорошо пойдет, но здесь же одни косточки это. Вы его сейчас рубите, бульон положите. Я вам Так. ее даю. Для меня остается сердечко, казнан ереге, Так. и желудок. У Желудки. желудка, да, Слушайте, вот у меня здесь есть еще жирненькие такие части. Вот мы эти вот добавим есть. ее чуть-чуть. Добавим на Да. фарш? Хорошо. Единственное, когда вот желудка, вот это место, она не жуется. Вот мы его сейчас, когда через мясорубку будем пропускать, мы его отрежем. А когда она в бульоне варится, она вкусно получается. А когда жуешь уже, когда будет Понятно. она... Вот, в общем, Понятно. могла я объяснить или нет? Да, конечно, могла. Постаралась. С Резидой Ханум Хусаиновой мы уже не первый рецепт снимаем. Мы снимали у нее и в деревенском доме, и в казанской ее студии, потому что Резида Ханум, моя коллега, она тоже пишет кулинарные книги, она ведет кулинарные программы на татарском телевидении. И вот, наконец-то, она приехала к нам в гости, и мы с ней вместе работаем. Вот это все в бульон, правильно я Да, понимаю? да, Это да, прям- да, это- да. Вот это, ребята, самый лучший материал для отличного бульона. Бульон из гусиных шеек, да еще из говяжьих ребрышек. У нас такой бульон получится. О, если кто-нибудь умирать захочет, мертвого поднимет. Вот я все вот эти забрала, вот эти вот такая жесткая пленочка остается. Ага. Она нам не нужна. Сейчас будем через мясорубку пропускать. У гусей никакой ничего не пропадает. Все съедобное. Все съедобное. Все вкусное. Шея у меня готова сейчас. Сейчас нам надо его через мясорубку пропускать. Пожалуйста. Фарш сделаем. Бисмилляхи-рахмани-рахим. Вот вам фарш, пожалуйста. Сейчас я немножко добавлю вот этого жирного мяса от ребрышек. Это, я думаю, будет очень вкусно. Да, это прямо кусками такой вкуснятина будет. У нас сейчас мясо через мясорубку получилось, и сейчас у нас такой вот рубленый получается. Если смешаешь, будет очень хорошо. Да. А вот скажите, пожалуйста, все-таки в подобного рода фарши, я так думаю, что что-то еще добавляли для массы, для объема, для сочности, не Для знаю. мяса, для объема можно добавить сюда пшено, можно добавить рис, можно добавить гречку. И сейчас очень много хлеб остается дома, сушеный, это сухари называется. Можем сегодня сухари добавить. Давайте сухари добавим. Мне кажется, что сухари это очень хорошая идея, да? Ну, рис мы найдем, куда истратить. Да. И даже гречку сварим утром и скушаем Точку попала. гречневую кашу. А вот сюда можно добавить сухари. Ну и хорошо.
У меня как раз сухарей очень много накопилось, и все сухари от вкусных узбекских лепешек. Я думаю, что вот с фаршем вместе прям отлично Да, сыграет. замечательно это Как вы будет у думаете, нас. вот одна пригоршня, 2 пригоршни, наверное, Всё? достаточно. Да, два Наверное, хватит. достаточно, слишком много не нужно. Хотя сейчас, когда перемелятся, они будут, конечно, поменьше объема занимать. Вот, готово. Ну что, осталось только посолить, наверное, фарш, Посолить, да? поперчить Давайте надо при обязательно. помощи ложечки мы отмерим. сюда чеснока чуть-чуть не добавим. Как скажете. Давайте Как добавим. скажете. Чувствуйте себя здесь хозяйкой в этом доме. Хорошо. 1 чайная ложечка соль. 2 чайные ложечки соль. Я перец положу. Вам это электрическое понравилось, да, перцемолка? А? Ну, здесь она чуть-чуть крупнее, у вас очень там мелкая. А это мелкое. Вот Да, да, будет да, среднее, да. очень хорошо. Черный перчик для вкуса. Вообще нужно посолить даже чуть больше, потому что на шею тоже пойдет немножко Да, соль. Поэтому да. я еще пол чайной ложечки соли ради шеи добавляю. И теперь пересыпаем сюда сухарики. И все. Размешивайте. Вот фарш. Сразу она такая сухая стала. Ничего страшного, мы добавим бульон. Бульон-то есть у нас? Есть у нас кипит бульон. Чуть-чуть бульон добавьте, пожалуйста. 3 ложки. Хорошо. Я думаю, что можно еще бульон добавить. Если хотите, можно еще сухари добавить. Здесь вот мясо, которое мы положили, может быть, даже оно было лишнее. Сердечки, лук. Бывает, знаете, люди топят гусиный жир. Смалец хотят получить, да? Да. Гусиный смалец или утиный смалец. Очень полезная. Шкварки остаются, выжарки. Да. Вот сюда их надо добавить. Вот это будет очень вкусно. И на хорошей кухне, тем более на домашней кухне, не должно ничего пропадать. Никакой продукт не должен пропадать. Налить еще бульон. Если как вы уметь готовить, ничего не пропадает. О, как будто она плохо готовит. Налить еще Налейте, чуть-чуть. налейте, пожалуйста. Пока вы фарш перемешивали, я снял пену с бульона. И теперь хочу посолить, пока, может быть, не полностью, не до конца, так наполовину посолю. Опущу 1 ложку. Здесь у нас кастрюля очень большая, потому У что нас же бригада большая. бульон хороший получится, очень такой аппетитный, сытный. И можно я сразу уже опущу сюда и лук, и морковку, все, пускай варится вместе, Да-да, хорошо? обязательно, да. Да. Я, значит, пока вы это ложите, иголка у меня рядом. Так, Я эта сторона уже зачем зашила. вам иголка? Иголка мне нужна. Я сегодня шея. Вы будете зашивать шеи? Да, я уже зашила. Шея швея, понимаете, такая специальность есть. Сейчас я буду фарш нанизывать. Может, вам помочь? Наверное, я только хотела сказать, ваша помощь мне нужна будет. Хорошо. Без вас никак на вашем кухне. Хорошо. Держите, пожалуйста, я сейчас буду... такой у нас аппетитный будет алаверса. Еще такое блюдо вы в жизни не готовили, наверное. Никогда в жизни не готовил, только читал. Ага. Я читал про такое блюдо, про очень похожее блюдо. Но знаете, в какой книге? В книге про еврейскую кухню. Понимаете, ну вот живут тут татары, там евреи, и у тех, у других есть какие-то там, кушают или курочку, или уточку, или гуся. У кого что есть. Шея остается. Такая идея, начинить шею, сделать ее в виде колбаски, не прийти в голову не могла. Любая женщина, которая хорошо готовит, она подумает, давай я сделаю колбаску и вот удивлю своих родных и близких. А? Так или не Да, так? да. Это я сама без вашего помощи, наверное. Вы давайте. Ого. Вы очень красиво говорите, вы пока говорите, а я буду работать. Может быть, лучше я спою? Ой, хорошо. А вы какую-то песню не могли бы спеть сегодня? Вы же хорошо у нас поете. Кто у нас певица? Мы же гусями сегодня занимаемся. Так, У гусей же еще крылья есть, касканаты. так. Вот у нас на касканате такой красивой татарской песни есть. Пожалуйста, все камеры нацелены на вас. Касканаты, кат-кат була, ири канаты, от була. Şicirlerde küblersen, silgeni yarın yatı buла. Вот так вот.
Scoas kanatı, kavurayı, patları yazar gayarı. Uyunama ışta kelime geç, bu dünya niye yarı? Сейчас еще и танцевать начнем. Но сначала лапша. Сначала? Лапша. У меня иголка с собой. Сейчас буду я зашивать. Сегодня я и швея, и повар. Вот такой красивый у нас фаршированный шеечка получилась. Резида Ханом, вот 3 шейки у нас было. Было бы 4, весь фарш поместился бы. Что теперь будете делать с этим фаршем? Сегодня у нас никакой продукт не пропадает. Фрикадельчику сделаем. Для этого я яичко сюда положу. Яичко добавили в фарш, да? Да. Вот. И все. Сейчас будет у нас фрикадельчики. А шейки я уже много. опускаю, да? Пускай они Да. поварятся. Потому что я думаю, что если кушать их вместе со шкурой, то шкура должна повариться достаточно долго. Ну, гусиная шкура, чтобы размягчилась хорошо. Понимаете? И достать их надо будет Да. немножко раньше, чтобы они постояли, чуть просохли на поверхности. И только потом нарезать. О, Вот такие фрикадельчики потом мы пока сделаю. супчик потом положить, да? Да, потом супчик положим. Так, приготовлю, чтобы вам удобно было. Сегодня же суп вы варите. У нас мясо уже почти готово. Сейчас мы картофель добавляем. Бисмилляхи рахмани рахим. Книга «Видеобук» составлена по лучшим рецептам моего канала на Ютубе. Все мои книги напечатаны с наивысшим качеством. Иллюстрации очень хорошие. А эта книга может стать пособием для создания семейного меню. Здесь рассказано именно о тех блюдах, заготовках, вареньях, десертах, которые не сходят с нашего стола круглый год. Для блюд марокканской кухни понадобятся те же самые продукты и специи, что есть и у нас. Но блюда и вкусы очень необычные, абсолютно новые. И про шашлык я могу рассказать столько нового, столько необычного, что вы будете удивлены. Да и в казане можно готовить не только плов. Казан – это настоящий рояль на кухне. Подробнейший самоучитель, как готовить в казане, как готовить вообще. Если вы все еще спорите о приготовлении плова, а кое-кто из ваших друзей знает единственный верный рецепт, открывайте эту книгу. Здесь десятки рецептов и подробнейшее кулинарное исследование. Книги можно заказать с автографом, за исключением вот этих малюток, потому что они на моющейся бумаге. Резида Ханум, что хотите мне скажите, все, я буду наливать, я буду брать Давайте этот бульон. бульон. Ребята, такой бульон сразу в тарелку не наливайте много, наливайте по чуть-чуть. На столе бульон должен стоять в супнице. Знаете зачем? Вот съел 3-4 ложки, берешь половничек из супницы, вот такого золотого бульона, и наливаешь себе в тарелочку. И у тебя в тарелке постоянно горячий бульон. Потому что, ну, может быть, кто-то и любит холодный бульон, но это не я. Не Сталик Ханкишиев. И надеюсь, что это не вы. Люди, которые уже понимают, что такое вкусная еда. Что такое, в конце концов, хорошая жизнь, которую мы все заслуживаем. Чем обеспечивается хорошая жизнь? Да только трудом. Потому что вот эта гусиная шея, индюшиная шея, не знаю, там еще какие угодно продукты, зачастую продаются по бросовым ценам. Но это не значит, что из этих продуктов нельзя приготовить что-то восхитительное. Желудочки гусиные, утиные, куриные, какие хочешь, тоже продаются даже в супермаркетах. Печеночка. О, столько вкусного можно приготовить. Самое главное – не лениться. Самое главное – трудиться. Да. Какой она прям бульон получился у нас. Ну что? Где там шеи, где там мясо, где там картошечка, а? Вот здесь у нас первое, бульончик. О, вот здесь у нас будет второе, картошка, мясо и фаршированные гусиные шейки. И фаршированные, там еще у нас гусиные сами шейки есть. Вот. Их тоже надо нам ставить. Лапша.
бульончик, кусочек от желудка, а можно и 2 кусочка, кусочек от шеи. Знаете, так, чтобы каждую косточку буквально обсосать. А ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Красиво? Еще бы. Очень красиво. Я точно знаю. Сейчас страна вся замерла в напряжении. Все ждут, когда же вы разрежете эти шейки и покажете, что там получилось внутри. Подходите поближе, посмотрите. Кусочек жира там видно прямо. Смотрите. Положите вот это колечко колбаски сюда, в супчик, а? С краешку сюда положу. Можно на эту сторону еще одну А, положить? ладно, давайте, положите. Ай-яй-яй, субханаллах. Как на картинке получилось наше блюдо А сегодня. мы для чего делаем? Мы делаем для картинки. Некоторые люди думают, что у нас только картинки красивые, а в книгах все неправильно, невкусно. Дорогие друзья, приготовьте точно так, как мы вас научили. Попробуйте и напишите, пожалуйста, нам свои Давайте вот комментарии. Ах, дайте положу на блюдо эти восхитительные кусочки. Да, да. Вот что значит сила, молодость и красота. Дорогие друзья, ну вот настало время прощаться. Самое время, чтобы пожелать вам приятного аппетита. Ашларыгыз там ле булсын!